Пожар на круизном лайнере Carnival Splendor и другие инциденты. Круизное судно «Карнавальное великолепие» Carnival Splendor – единственное судно класса Splendor, построенное в 2008 году. На момент принятия в эксплуатацию судна было самым большим в пароходстве. После церемонии крещения Carnival Splendor совершил круиз по маршруту Дувр-Амстердам. За ним сразу же последовал 13-дневный круиз по Балтийскому морю. До сентября 2008 года судно эксплуатировалось в Средиземном море. Трансатлантический переход в порт приписки Форт Лодердейл начался 3 ноября 2008 года. В январе 2009 год судно перевели в Лонг-Бич для осуществления оттуда круизов вдоль Мексиканской ривьеры. Поскольку судно оказалось не в состоянии пройти Панамским каналом, пришлось организовать 49-дневный круиз вокруг Южной Америки. Carnival Splendor стал первым судном пароходства, осуществившим такой круиз. На борту расположены бары, рестораны, 4 бассейна, спа-центр, казино, кинотеатр под открытым небом, спортивная площадка. Получила широкую известность в результате случившегося инцидента в ноябре 2010 года – пожар на борту. 9 ноября 2010 года, примерно в 6 часов утра, на второй день плавания из Лонг-Бич в Мексиканскую ривьеру, на судне произошел катастрофический отказ дизельного генератора номер 5, в результате чего в его кормовом машинном отделении возник пожар. Огонь перекинулся на электрический кабель, проложенный в кормовом машинном отделении. Пожар в кабельных трассах нанес значительный ущерб кабельной разводке и привел к потере на корабле всей электроэнергии, без которого он потерял ход, кондиционирование воздуха, возможность приготовления горячей пищи. Водоснабжение было ограничено. По словам президента Carnival Джерри Кэхилла, картер раскололся, и это стало причиной пожара, добавив, что он был изолирован от кормовой генераторной. К полудню пожар потушили, никто не пострадал. В то время на борту находились 3299 пассажиров и 1167 членов экипажа. Судно в тот момент находилось в 300 километрах от Сан-Диего и в 70 километрах от побережья. Экипаж не смог восстановить питание двигателей, и судно было отбуксировано в Сан-Диего. Без электричества для кондиционирования воздуха и охлаждения пассажиров кормили пайками, доставляемыми вертолетами ВМС США с авианосца USS Рональд Риган. Splendor сопровождал и получил помощь от катера Моргентау береговой охраны США. Carnival Splendor прибыл в Сан-Диего на буксире около восхода солнца 12 ноября и пришвартовался около полудня. Владельцы корабля оплачивали пассажирам возвращение домой, включая авиабилеты и гостиницы, возвращали деньги за круиз и предложили бесплатный круиз. Корабль временно отремонтировали в Сан-Диего, однако переместить его на ближайшую верфь в Сан-Диего для полноценного ремонта было невозможно, так как он не мог из-за своей большой высоты пройти под мостом Коронадо. Ближайшей верфью, пригодной для ремонта корабля, оказалась верфь BAE Systems в Сан-Франциско, куда он перешел собственным ходом со скоростью 1 узел. Корабль был поставлен в сухой док для ремонта в Сан-Франциско. 100-тонный дизель-генератор был доставлен из Европы. Она возобновила работу в феврале 2011 года. Процесс ремонта контролировался классификационным обществом судов, регистрацией Ллойда, а отремонтированное судно инспектировалось береговой охраной США и регистрацией Ллойда. Убытки от пожара составили $65 миллионов США, включая расходы на ремонт, выплаты пассажирам и потери дохода, вызванные простоем судна.
Расследование пожара проводилось береговой охраной США совместно с морскими властями Панамы. Сообщение о причине пожара было опубликовано 15 июля 2013 года. Корабль имеет 3 12-цилиндровые среднеоборотные дизельные генераторные установки в кормовом машинном отделении и 3 в носовом машинном отделении. Каждый генератор подключен к 2 коммутаторам. Выход из строя одного двигателя или генератора обычно не должен вызывать полную потерю мощности. Кларк Додж, бывший главный инженер компании Washington State Ferries, сказал: «Если бы все было спроектировано должным образом, вся энергия не должна была бы отключаться». В отчете береговой охраны США о расследовании пожара на Carnival Splendor был сделан вывод о том, что пожар, вероятно, был бы локализован без полной потери мощности, если бы не ошибка члена экипажа. Береговая охрана обнаружила, что дежурный на мостике сбросил панель пожарной сигнализации на мосту, и это задержало активацию системы пожаротушения High Fog до 15 минут после начала пожара. Это была критическая ошибка, которая позволила возгоранию перекинуться на воздушные кабели и в конечном итоге вызвала потерю мощности, установило расследование. Хотя пожар в конечном итоге сам потушился, вероятно, из-за нехватки кислорода, отказ установленной системы КО-2 и плохое выполнение плана пожаротушения способствовали неэффективности усилий команды по тушению пожара. Береговая охрана дает Carnival и круизной индустрии несколько высокотехнологичных рекомендаций, связанных, например, с электрическими системами, двигателями и дренажными системами, и многозначительно отмечает, что все суда класса Carnival S-Dream, а не только Carnival Splendor, были подвержены полной потере мощности в результате повреждения отдельной области компонентов электрической системы в носовом или кормовом машинном отделении. В ходе расследования были выявлены очень серьезные упущения в подготовке экипажей. В расследовании говорится, что тушению пожара препятствовало отсутствие у экипажа знаний о процедурах немедленного управления пострадавшими при пожарах в машинном отделении, а также незнание экипажем планировки машинного отделения, стратегии и процедур пожаротушения при пожарах в машинном отделении. На этом же круизном лайнере в 2012 году произошло ограбление. 23 февраля 2012 года, находясь в порту Пуэрто-Валарта, Мексика, 22 пассажира организованного карнавалом тур по городу и джунглям были ограблены вооруженным бандитом. Пассажиры потеряли деньги, фотоаппараты, кошельки, паспорта, другие документы и ценности. Выстрелов не было, никто не пострадал. Также случились проблемы с двигателем в 2017 года. 2 марта 2017 года, когда судно находилось в 80 километрах от берега Пуэрто-Рико, у него возникла неисправность двигателя, требующая работы на одном двигателе. Карнавал отменил оставшуюся часть круиза и вернулся в Майами. Carnival предложила возврат 50% стоимости круиза, бесплатное пользование интернетом до конца рейса и 50% скидку на будущий круиз.